Всем привет, с вами Женек Антипов, и сходу я хочу поблагодарить тебя за подписку на мой канал. Я очень рад, что ты тут, и как видишь, я тоже не бросаю это дело, пока ты смотришь мои видео. Ну а если ты еще не подписан, обязательно посмотри мое прошлое видео на канале. Возможно, оно тебя удивит, научит чему-то новому, и ты решишь тут остаться. Всем нам от этого будут только плюсы. Я постараюсь регулярно пилить полезный контент, параллельно развлекаясь с вами в игровом направлении своего канала, ну а вы бесплатно будете получать знания. Вы мне подписку, лайк, просмотр и коммент, а я вам контент, на который тратится довольно много времени. Все чисто и прозрачно. А теперь перейдем к теме видео. Еще совсем недавно, сидя дома на самоизоляции, пока по планете гуляет и распространяется коробка Windows... Так, сейчас не тот текст, сейчас секундочку. Так, вы пока заставоньку посмотрите. И вот я по-прежнему сижу на самоизоляции, ничего не изменилось, съемки доступны только избранным, проекты перенесены или вовсе отменены. Поэтому, пока я ничего не снимаю сам, давайте продолжим изучать интересный софт, который, возможно, сильно облегчит вашу жизнь. Когда я случайно наткнулся в каких-то комментариях в Фейсбуке на программу MoviePrint, моим восторженным эмоциям не было предела. И вот что я записал своему лучшему другу спустя первые 5 минут после знакомства с этой программой. За грязные словечки снова прошу прощения у серьезных дядь и теть. Короче, сосок, в общем, блядь, сейчас обнаружил такую программу охуенную. В общем, закидываешь сюда видос, это прям программа для винды, типа она вот и прям программа. Короче, закидываешь видос, и она тебе раскидывает его вот так вот по такой, типа, таймлине, делает такие превьюшки, короче. Это для того, чтобы ты мог сделать такую, блядь, картинку, просто с картинками, блядь. Она вот так раскидывает, ты можешь любой кадр потом вот так взять, нажать здесь такую хуйню, она так открывает, и ты прям можешь сам пиздатый какой-то лучший кадр, по своему мнению, вот так выбрать в этом отрезке, такой хоп, выбрал, она его хуяк сюда добавляет. И потом ты, короче, сейчас он добавится. Как будто у меня синдром Туретта, правда? Да, с друзьями в жизни я общаюсь немножко по-другому. Какой сильный контраст теперь ощущается. Ладно, возвращаемся к программе. Итак, MoviePrint. Что это и чем он может быть полезен оператору, режиссеру, студенту киновуза, дизайнеру, да и в целом каждому любителю кино? Попробую донести свой чистый восторг до вас. Если коротко, MoviePrint — это абсолютно бесплатный инструмент, который поможет вам быстро разложить на лучшие кадры, а затем позволит вам их анализировать, презентовать и таким способом добавить в ваш личный архив любой фильм или видео в виде такой вот картинки с кадрами. Сколько угодно кадров, вы вообще сами выбираете лучшие кадры. И это только верхушка применений этой программы. Еще вы, например, можете очень быстро создать привлекательную обложку, допустим, для вашего шоурила. Это классический тип обложек, но он позволяет в одном превью собрать сразу кучу красивых кадров, которые наверняка заинтересуют зрителей. И делается это гораздо быстрее и проще, чем если бы вы выбирали кадры вручную, скринили их, а потом собирали бы такую обложку, скажем, в фотошопе. Тут это делается гораздо удобнее. Также на этапе подготовки к съемкам режиссер, оператор и художник-постановщик зачастую собирает некую подборку крутых кадров из различных роликов, скажем так, референсы. Или мудборды, например, с определенным цветовым или световым решением. И MoviePrint снова тут как нельзя кстати. Пожалуй, давайте я покажу все на примере, допустим, такой ситуации. Вам предстоит снимать рекламный ролик для какого-то кроссфит спортивного клуба или зала, неважно. Сценарий написан, идея утверждена, начинаются поиски референсов. Это может быть Vimeo, YouTube или специальные сервисы, например, RefC. На пункте с поиском рефов я не буду заострять внимание, у каждого свои источники и свой способ вдохновляться. Как только вы раскопали в интернете подходящий под атмосферу видосик, закидывайте его в MoviePrint. Прям вот так, drag and drop в окно программы, либо нажав Add Movie в левом верхнем углу. На этом этапе программа сама расстартирует ролик на лист с кадрами, который теперь можно быстренько подготовить и очень нехило так редактировать. Наводите курсор на кадр и видите кучу пунктов управления. Не пугайтесь, на самом деле все проще некуда. В первую очередь вам нужен вот этот значок внизу кадра. Кликайте на него и попадаете в суперудобный режим выбора лучшего фрейма. Просто двигаете курсор и кликаете на лучший момент. Кадр автоматически заменяется на выбранный вами. По сути, программа разделяет каждое видео на отрезки, в которых вы вольны выбирать тот кадр, что вам нужен. Давайте я быстренько выберу таким способом все кадры для себя, чтобы мы сразу перешли к остальному функционалу. Во время подбора кадров я удалил финальный отрезок, потому что в нем есть только бэкшот, который нам тут не нужен. Вы можете его скрыть, нажав на Hide, а вместо него добавить другой кадр, нажав на плюсик в любом отрезке. До этого стоп-кадра или после него. Вот так. Теперь я выбираю нужный момент и кликаю на него. Готово. Вы можете переставлять кадры как угодно, просто перетаскивая их.
Можно добавлять показанным ранее способом еще и дополнительные кадры. Нажмите на вот этот значок, и вы создадите дубликат своей доски с кадрами. Также можно открыть вот эту панель с вашими проектами, нажав эту стрелочку, либо горячую клавишу 1, и выбрать вот тут Duplicate, после чего выбрать на дубликате другие кадры, и у вас получится две разных страницы с референсами. Раньше я самостоятельно накидывал в фотошопе скриншоты вот в такие неказистые картинки, которыми мы с режиссером вдохновлялись во время подготовки к съемкам. Теперь же это делается проще простого. Кстати, нажав у любого из топ-кадров на In, вы определите начало вашего полотна из кадров, тем самым выкинув, например, начальные титры. На Out вы определяете конечный отрезок, тем самым избавив себя от вырезания финальных титров или бэкшотов. Нужен какой-то один кадр в оригинальном качестве и полном размере, вот, у каждого кадра есть кнопка Save. Короче говоря, вы создали некий визуальный подбор содержания нужного ролика, а теперь быстренько подготовим его к сохранению. Открываем основные настройки горячей клавишей 3, либо нажав на стрелку справа. Вот тут вы можете выбрать, как вам размещать ваши кадры, или, например, можете выбрать какое-то другое количество кадров на одной странице. Вернусь к прошлому результату, нажав Ctrl-Z, тут это работает. Раскрываем подпункт Guide Layout и настраиваем как вам угодно расположение ваших кадров на различных форматах бумаги под последующую печать. Это может быть полезно. Стайлинг позволит вам убрать разрыв между кадрами или увеличит его, а также уберет это симпатичное скругление углов кадра. Мне, кстати, вот такой вариант нравится больше всего. Строго и лаконично. Но напомню, если вы, например, создаете обложку для вашего шоурила или какого-то другого видео, возможно, разделить кадры или скруглить углы будет не лишним. К тому же чуть ниже можно будет выбрать цвет фона, или даже оставить прозрачный фон при сохранении в PNG формате. Тут же вы можете включить отображение прямо на кадре, тайм-код или номер фрейма, а также настроить внешний вид этой информации. Также довольно любопытная функция. Например, монтажер или колорист скинул вам вариант вашего ролика. Вы его закидываете в Movie Print, выбираете спорные на ваш взгляд моменты, которые нужно подправить, включаете отображение тайм-кодов и скидываете таким образом все правки, прикрепив одну картинку. Это как вариант, я взял эту ситуацию из головы, но вы можете придумать еще десятки вариантов использования этих возможностей. Выбираем путь сохранения и формат итогового изображения, а также его размер, цвет фона или его отсутствие, если нужно. Тут можно сменить формат имени файла, тут настраиваются параметры обнаружения лиц в вашем ролике с помощью нейросети. Да-да, такая функция тут тоже есть, но разработчик пока еще сам предупреждает о ее сырости. Ну вот, покажу вам, как это работает. Все-таки интересная фишечка, и не показать ее было бы преступлением. Итак, подходим к финалу. FrameCache позволит вам сменить качество превью ваших кадров. При сохранении это не повлияет на качество картинок. Экспериментальные настройки я бы пока не трогал. И наконец, жмем горячую клавишу M, либо кликаем на эту кнопку, и ваша картинка с кадрами сохраняется. Теперь вы можете отправить ее режиссеру, распечатать на вашу съемку, показать клиенту в качестве ориентира, поставить себе на обложку, например, шоурила с лучшими кадрами, как это делают колористы, да и вообще. По сути, это даже может стать вам некой раскадровкой, если вы желаете снять ваш ролик в похожем ключе. Но я не рекомендую идти таким путем. Напомню мысли своего прошлого ролика. Вдохновляйтесь и создавайте что-то свое. Именно так должны работать все сферы искусства. Кстати, создав такую доску с референсами, если кто вдруг не знал, не лишним будет также все это снять в качестве репетиции перед съемками вашей рекламы кроссфита. Решил добавить вот эти кадры просто по фану. Но вернемся к нашей прекрасной программе. Еще таким способом вы можете отправить очередной просмотренный фильм в папку с референсами. Посмотрели где-то на платной площадке клевый фильм, я рекомендую делать именно так, и после этого уже качнули его для создания доски с лучшими кадрами. Я называю такие картинки доской с кадрами, не знаю, как это еще назвать. Закинули фильм, и он довольно быстро просчитывается, и после этого уже можно раскидать лучшие кадры. Нажав на Expand, вы можете создать отдельную секвенцию с доской кадров, используя только этот отрезок. Например, если в этот момент происходит какая-то сцена, которая вам очень нужна в качестве референса, а все остальное в фильме уже не в тему. Вот тут вы уже по старой схеме выбираете кадры. Если вам неудобен выбор кадра с помощью курсора, можно перейти в более точный режим, нажав на значок камеры вверху, или тыкнув на клавишу 2. Вы попадаете вот в такой режим. И тут уже можно листать по одному кадру, выбирая наиболее точный момент, например, без motion blur.
Отныне я буду выбирать скриншоты из своих видосов через Movie Print. Также можно пролистывать сразу по 10 и по 100 кадров. А еще можно включить плеер и найти нужный момент в фильме привычным способом, а затем уже покадрово найти тот самый момент. Кстати, тут же наверху можно включить в вашей доске отображение названия фильма и другую информацию при желании. Можно создать несколько досок с разными кадрами для одного фильма и сохранить все их разом, выбрав вот тут у кнопки сохранения вариант Save All Movie Prints. А еще можно, например, расположить кадры вашего ролика вот в таком формате. И хоба, у вас есть раскладка кадров для Instagram истории. Короче, вариантов использования этой программы мне видится какое-то огромное множество. От создания обложек для видео, каких-то картинок в шапку вашего фейсбука, создания подборки кадров референсов из чужих роликов, колористы могут быстро создать набор кадров со своим цветом из всего ролика, например, для утверждения оператором и режиссером, если нет возможности быть рядом, до просто коллекционирования таких вот досок с кадрами из любимых фильмов, рекламных роликов, да чего угодно. Это красивый, бесплатный, функциональный и крайне удобный инструмент, который облегчит всем нам жизнь. Меняйте ваши старые привычки, сидеть и искать нужные кадры в проигрывателе и жмакать без конца на принтскрин, условно говоря, это уже прошлый век. Делайте подборки, создавайте такие доски с кадрами. Это правда удобно. Кстати, напишите, какое еще вы могли бы придумать применение Movie Print в вашей работе, помимо тех, что я уже назвал в видосике. Я практически уверен, что вы увидели в функционале программы что-то для себя. Было бы интересно почитать. Напоминаю вам поставить лайк и обязательно подписаться прямо сейчас, потому как я знаю, что это всегда забывается, и тогда я продолжу снабжать вас полезной информацией. Вы узнаете все о серьезном подходе к большим съемкам из первоисточника, абсолютно бесплатно, минуя различные операторские курсы. Мне от вас нужны только лайки и подписки. Кстати, если досмотрели до конца, пишите любой комментарий с ключевым словом. Ключевое слово сегодня... Вот так. Архыз. Отсылка к прошлому ролику про Синий Трейсер. Поймут немногие. Всем огромное спасибо. Рассказывайте об этом видео коллегам по цехам. И обязательно смотрите мое прошлое видео. Ссылка на него появится через 3, 2, 1.